Всем привет! Нам привезли два лодочных мотора Ханкай 9.9. Один абсолютно новый, достали прямо из коробки. Второй эксплуатировался 4 года. Так ли плох Ханкай на самом деле? Постараемся разобраться. Мотор, который отходил 4 года, уже был у нас на ремонте по причине прогоревшей прокладки и головки блока цилиндров. Прогорела она не просто так, из-за перегрева. Были проблемы с охлаждением, помпа переставала качать при выходе в режим глиссирования. Была заменена прокладка, были устранены все причины по охлаждению, и после этого мотор работал без проблем. Мотор очень сильно гуляет, двигается даже ручкой переключения передач. Владелец на это жалуется и попросил заменить. Ссылку на видео по замене этих подушек оставляем в описании. Новый мотор Ханкай 9.9 привезли для того, чтобы мы сразу устранили все проблемы, которые с ним могут быть. Это сальники в редукторе, которые нужно заменить. Можно эксплуатировать мотор прямо из коробки, но могут быть проблемы с попаданием воды в редуктор либо сразу, либо на второй-третий сезон, потому что пружинки сальников начинают ржаветь и сальники пропускают воду. Шпонка крыльчатки тоже ржавеет и со временем разрушается, пропадает охлаждение. За 4 года Ханкай не облез, потому что эксплуатировался в пресной воде. Местами есть потертости, немного сточен киль, краски нет, то есть мотор реально эксплуатировался. Хотя вот здесь видно подтек краски, возможно, владелец его уже даже подкрашивал, честно не знаю. Здесь отколот кусочек лопасти, но в целом внешний вид у него хороший, коррозии нет, потому что эти моторы не предназначены для морской воды. В морской воде он начинает облазить уже после первого сезона. Для того, чтобы замедлить процесс коррозии хоть немного, нужно анод, который установлен под антикавитационной пластиной, снять, выбросить и установить анод от мотора Yamaha 9.9F. Что касается нового мотора, видно сразу, что у него немного другие наклейки, они отличаются. Мотор отличается не только наклейками, но и деталями. Становится ясно, что это какая-то другая сборочная линия. Если посмотреть на бэушный Ханкай, у него здесь маркировка Standard of Japan. С другой стороны у него на карбюраторе вот такая маркировка. На новом Ханкае другой карбюратор с другими маркировками, как с этой стороны, так и с другой стороны. И отличаются по наклейкам. Предупреждающие наклейки на английском языке. Моторы отличаются по болтам. И на новом моторе есть вот такая маркировка HK, которую наносят на моторы Ханкай. На старом Ханкае она тоже присутствует, но немного другая. Что касается слухов про поддельные Ханкаи, это глупо и смешно, потому что такие моторы, как Ханкай, наверное, подделывать никто не будет, да и нет смысла. Но все равно, если вы владеете какой-то информацией, почему у Ханкая разные сборочные линии, поделитесь. Может быть, они уже отошли от этой сборочной линии и перешли на эту. Также у них разные коммутаторы по маркировке. Характерный скос на колпаках, который присутствует на моторах Ханкай, есть также и на этом новом моторе. Напомню, что мы не занимаемся продажей лодочных моторов, как китайских, так и японских. Мы занимаемся только ремонтом лодочных моторов. Мы снимаем обзоры и ремонты только тех моторов, которые нам привозят на ремонт или обслуживание. Мы не продвигаем ни моторы Ханкай, ни другие китайские моторы.
не делаем ни рекламу, ни антирекламу. Все, что сказано в наших видео, это только наше личное мнение, основанное на нашем опыте. Вы можете с этим не согласиться, и если так, пишите комментарии, пишите свои дополнения, мы с радостью примем от вас новую полезную информацию. С этими моторами мы знакомы уже давно. Они приезжали к нам, но под другими названиями. Например, Акаша или Шкипер. У этих моторов прямо с коробки не настроен полный газ. Даем полный газ на румпеле. Здесь полный газ не доходит до карбюратора очень много. С чем это связано? Отличается диаметр этого колесика, в который устанавливаются тросики. На старом Ханкае, как и на Ямахе, как и на остальных китайских моторах, этот диаметр больше. А здесь не хватает хода. И как бы мы ни пытались настраивать тросики, зажигания или механизмы, у нас не получится настроить полный газ. Мы решаем эту проблему очень просто. Мы снимаем ручку и подпиливаем здесь пластмассовый ограничитель. Сами ручки у моторов одинаковые. Но чтобы не искать и не менять это колесико, можно сделать все намного проще. Добавляя газ, здесь огромный свободный ход, который должен составлять всего лишь 1 мм и быть минимальным. Это лишнее движение для газа, которое нужно настраивать. На моторы Ханкай почти нет никакой гарантии. Это сделано для того, чтобы удешевить для вас его стоимость. Эти моторы нужны для тех, кто сможет самостоятельно их разобрать, устранить все проблемы, заменить сальники и эксплуатировать. Если вы приобретаете этот мотор и вы далеки от этой техники, обращаться в какой-то сервис для того, чтобы этот мотор полностью разобрали, устранили проблемы, наверное, нет смысла. Проще эти же деньги добавить и приобрести какой-то более дорогой китайский мотор, у которого уже нет этих проблем. Да и не все сервисы берут эти моторы в ремонт. Так как мотор скопирован с Yamaha 15, цена его переборки будет такая же, как за Yamaha 15 или даже дороже. Это никак не связано с тем, что если Ханкай дешевле, значит и ремонт будет дешевле. Еще одно отличие: в этом моторчике присутствуют заглушки для подключения дистанционного управления. На старом Ханкае здесь заглушек никаких нет. Для начала проверим, присутствует ли смазка в поворотном механизме. Для этого подаем смазку в тавотницу. Если старая смазка начнет выходить, значит она там есть. Вышло совсем немного старой смазки, значит при сборке втулки смазывались, но все равно сам поворотный механизм был пустой, и при обслуживании вам придется закачать туда много своей смазки через тавотницу. Кстати, у нас теперь снова появилась синяя смазка. Спрашивайте в комментариях, какой смазкой мы пользуемся. На старых моторах Ханкай можно обнаружить вот такие болты для залива и уровня масла под ключ. По-моему, сейчас на всех новых Ханкаях вот такие нормальные винты под отвертку, как на Ямахе и как на всех лодочных моторах, в том числе китайских. Они намного лучше, потому что в таком случае ключом перетягивается болт, срывается резьба. Мы всегда рекомендуем как минимум сделать пропил турбинкой для того, чтобы закручивать отверткой, чтобы было меньшее усилие для закручивания. Либо совсем заменить эти болты на винты от Ямахи. Они продаются. На нашем канале мы уже показывали все основные проблемы моторов Ханкай 9.9, которые были обнаружены на своем опыте. Причем некоторые проблемы уже со временем были устранены. Переходите по ссылке и смотрите наше старое видео. Также есть видео, в котором мы показывали проблему
если пропадает вода при выходе в режим глиссирования и как ее устранить. Проверяем масло на новом моторе в редукторе. Здесь залито самое обычное китайское трансмиссионное масло. Если не доверяете этому маслу, можете его полностью слить и залить свое масло. Но еще ни разу не было случаев, чтобы на обкатке были проблемы из-за масла. Также нужно проверить и уровень масла, открутив этот винт. Опускаем туда хомутик и смотрим, чтобы масло было по уровню чуть ниже, чем это отверстие. Редуктор полностью залит. Заодно проверяем, чтобы эти окна забора воды были правильно установлены по направлению движения. Иногда из-за того, что их устанавливают наоборот, возникает проблема с охлаждением. Из-под маховика выходят два зеленых провода, которые никуда не подключены. Это генераторная катушка, которая выдает переменный ток. Раньше на моторы Ханкай эти катушки не ставились. Напишите в комментариях, на всех ли Ханкаях сейчас стоят эти катушки. Также на моторах Ханкай не ставят термостаты. Это тоже удешевление. Кто-то считает, что термостат для двухтактного лодочного мотора не нужен. Он только мешает, может заклинить и подвести. Но термостат стабилизирует рабочую температуру двигателя, дает ему быстрее прогреться, и мотор работает в своем температурном режиме. Открутили крышку термостата, чтобы проверить. На новом моторе термостат по-прежнему отсутствует. И вы можете при необходимости его сюда установить. Открутить 4 болта. Если порвалась прокладка, заменить прокладку и установить сюда термостат от Yamaha 9.9. Были на моторе Ханкай забавные проблемы с заводским браком. После термостата вода идет по каналу на слив воды, и там есть отверстие. Так вот, это отверстие не было профрезеровано на заводе, и мотор перегревался. Далее вода сливается через специальные отверстия на Дейтвуде и на редукторе. Эти два отверстия с двух сторон. Были случаи, когда эти отверстия тоже отсутствовали. Причем они отсутствовали не на редукторе, а на Дейтвуде. Вода не сливалась, застаивалась, и мотор перегревался. Ссылку на это видео оставляем в описании. Сняли карбюратор. Иногда внутри может оставаться заводская стружка, которая мешает работе мотора. В нашем случае никаких проблем мы не заметили. Стружки нет, карбюратор чистый. Мотор мы еще не запускали. Зазор ограничителей лепестковых клапанов 6 мм. Такой же, как на Yamaha 15. Ничего разгибать здесь уже не нужно. Китайские моторы идут не задушенные. Они могут быть просто не настроенные. Реально и по факту. В некоторых магазинах могут предложить раздушить при покупке китайский мотор. Что они там собрались раздушивать, непонятно. Скорее всего, только свой карман. В топливном фильтре есть бензин. Значит, моторы после сборки все-таки проверяют, а не просто собирают и отдают. Смесь 1 к 25, обкаточная. Устанавливаем чеку безопасности. Закрываем воздушную заслонку, тянем на себя до конца. Выбираем свободный ход ручного стартера. Сразу не дергаем. После зацепления тянем. Открываем, но не до конца, а наполовину. Даем прогреться. Вода пошла. Холостые обороты немного высоковаты. После прогрева надо будет настроить.
Холостые обороты более-менее настроены. После обкатки, возможно, придется что-то дорегулировать. В любом случае, каждый под себя настраивает качество смеси, но эта настройка влияет только на холостые обороты. На максимальные обороты, на максимальную скорость это абсолютно никак не влияет. Мотор не чихает при сбросе газа, потому что здесь уже накручено раннее зажигание. Мы ничего не настраивали, оно уже было накручено. Зажигание можно сделать чуть попозже, для того, чтобы мотор работал на холостых немного поровнее. Опять же, на максимальные обороты это никак не влияет. Чтобы сделать зажигание попозже, мы немного приоткручиваем этот винт. Обороты теряются, потому что надо добавить здесь. На обкаточной смеси закидывает свечи. Цилиндры не прикатаны, поэтому немного неровная работа мотора – это абсолютно не показатель. После обкатки мотор надо будет дорегулировать, при необходимости заменить свечи, и все будет нормально. К каждому лодочному мотору прилагается инструкция. Если у вас инструкции нет в коробке, значит, мы рекомендуем скачать инструкцию от Yamaha 9.9 и прочитать ее. Она на русском языке. Там очень полезная информация для начинающих водномоторников. Скачайте ее по ссылке в описании и внимательно ознакомьтесь. Давление контрольки зависит от наличия в системе охлаждения термостата. Термостата у нас нет, поэтому давление не очень хорошее. Однако мотор охлаждается. Это можно проверить, потрогав здесь и здесь. И также нужно обратить внимание на циркуляцию воды. С отверстий в ноге должна идти вода. Заглушить мотор можно при нажатии на кнопку, либо убрав чеку безопасности. Как настраивать зажигание, мы уже рассказывали на примере Yamaha 15. В этом же видео были рекомендации по настройке зажигания на китайском лодочном моторе. В том числе видео по настройке угла опережения зажигания вы можете найти на других каналах. Рекомендации по обкатке нового лодочного мотора есть у вас в инструкции, либо смотрите наше видео, ссылка в описании. Для настройки открытия дроссельной заслонки, если она у вас сильно не открывается до конца, как в нашем случае, попробуйте для начала подрегулировать тросики газа. Верхний тросик газа нужно натянуть, а нижний тросик газа нужно ослабить. В основном на всех китайских моторах это помогает настроить полное открытие. И также нужно подрегулировать этим винтиком. Хотя он не является регулировочным, но при необходимости им можно подкорректировать длину данной тяги. Только это нужно сделать так, чтобы были минимальные обороты, иначе не будет холостых. В том случае, если ничего не получается, значит мы снимаем ручку газа. Кстати, здесь присутствует немного смазки. Снимаем ручку газа и подпиливаем пластмассовый ограничитель вот здесь. Сначала на несколько миллиметров снимаем, потом снова смотрим. При необходимости снимаем больше. В итоге должно получиться так.
Тут уже переваливает за 100%, потому что не соответствует диаметр этого колесика. Здесь уже идет полный газ. Во время обкатки лодочного мотора с него может вытекать масло. Например, как у нас. Начало течь масло с этих отверстий. Масло может также течь и с винта, или отсюда. Не пугайтесь, это масло не с редуктора. Это не сгоревшая бензомасляная смесь, которая откладывается на стенках выхлопа и на стенках деэдуда. Так как пропорция смеси 1 к 25, то есть если у нас рабочая смесь это 1 к 50, то при обкатке мы льем в 2 раза больше масла в бензин. Соответственно, все масло не сгорает и оно откладывается на стенках. Это пройдет через некоторое время после обкатки. Многие пугаются, что редуктор потек, но на самом деле, если сравнить это масло с тем маслом, которое залито в редуктор, масла будут отличаться. Сейчас мы будем снимать редуктор. На этом новом моторе мы сразу будем менять сальники по просьбе клиента. Для снятия редуктора мы включаем заднюю передачу. Для включения задней передачи мы проворачиваем гребной винт. Откручиваем здесь эти гайки. Отсоединяем тягу переключения передач. Затем откручиваем 4 болта крепления редуктора. Аккуратно постукивая по редуктору рукой, он снимется. Сняли редуктор. Вот как раз в выхлопе видно это масло. А вот чистое масло сливается с редуктора. Вода за это время не попала в редуктор. Сольем масло и ради интереса проверим редуктор давлением. А еще обратили внимание, что очень туго ходит тяга переключения передач. Очень туго. От руки просто нереально. И на моторе при переключении тоже было туговато. После обкатки, когда вы будете сливать масло, вы обнаружите небольшое количество стружки. Это нормально, потому что шестерни прикатываются. С редуктора масло слили, снимаем гребной винт для того, чтобы контролировать уплотнение обоймы гребного вала. И вот эти сальники, если вдруг они будут пропускать, чтобы мы их видели. Гребной вал не смазан, его нужно смазать. И при установке редуктора нужно также смазать и шлицы вертикального вала, потому что, по-моему, они тоже не смазаны. Только что увидел, сальник гребного вала стоит криво. Не знаю, будет ли это видно на камеру. Это привет эмульсия. Даем давление в редуктор. Здесь может шипеть шланг. Редуктор давление держит. Проворачиваем вертикальный вал. Вращается гребной вал. Но нигде ничего не пропускает. Пошевелим тягу переключения передач. Но тяга здесь даже не шевелится. Она стоит мертво и очень туго переключается. Редуктор давления держит. Но по нашему опыту начинают ржаветь пружинки сальников. Поэтому мы всегда рекомендуем на моторах Ханкай заменить сальники. Можно установить сальники ямаховские, чтобы гарантированно не было проблем. Можно установить тайваньские сальники, аналоги для Ямахи. Они тоже хорошего качества и пружинки у них не ржавеют. Откручиваем 4 болта крепления корпуса помпы. Здесь крыльчатка, которая качает воду в систему охлаждения. Крыльчатка сидит на шпонке. Эту шпонку нужно заменить.
потому что со временем она начнет ржаветь и рассыпется. Пропадет охлаждение. Рано или поздно она подведет, либо на воде, либо в гараже. Пока что никаких следов ржавчины здесь не видно. Шпонка, крыльчатка, помпа, все подходит от Yamaha 15. Без проблем становится. Все можно менять на японские запчасти. Пластина и стакан помпы нержавеющие, хотя на самых первых китайских моторах они были ржавеющие, и мы их меняли. Откручиваем два болта крепления пластины помпы, снимаем ее. И видим здесь сальники вертикального вала. А тяга переключения передач после снятия пластины стала двигаться очень легко. То есть тяга задевает за пластину, находясь в отверстии. Значит, со временем либо на тяге будет выработка, либо в отверстии. Отверстие немного смещено, нужно его слегка рассверлить. Данное резиновое колечко – это болезнь редукторов китайских моторов 9.9.15. Оно часто пропускает воду при переключении передач. При необходимости нужно подложить сюда шайбочку, чтобы уплотнить это колечко, либо заменить его. Пружинка сальника начала ржаветь. Мотор запускался после сборки в Китае, запускался у нас второй раз в жизни, и уже пружинка покрывается коррозией. Разобрали редуктор, ничего интересного здесь не нашли. Шайба на грибном валу присутствует, ее качество покажет время. Еще раз установили пластину помпы, и тягу снова закусила. Со временем, если тяга будет выработана, начнет пропускать воду в редуктор. То есть на это стоит обращать внимание. На новом китайском моторе и даже на японском нужно протянуть все болты и резьбовые соединения до обкатки, либо после обкатки, зависит от рекомендаций производителя. И не обязательно при этом использовать динамометрический ключ. Можно просто протянуть от руки, может резьбу сорвете, потом нам привезете на ремонт. Просто протянуть от руки без фанатизма. Особенно болты головки блока цилиндров и болты крышек выхлопа, потому что вот эти прокладки с завода протягиваются необходимым моментом, но со временем они ужимаются. Нужно пройтись по болтам и проверить затяжку, слегка подтянуть. Грибной винт безымянного шага. Абсолютно непонятно, какой это шаг. Скорее всего, переменный. И подбор грибных винтов для владельца мотора Ханкай будет затруднителен. Если мы возьмем два сальника на грибной вал, два сальника на вертикальный вал и шпонку для крыльчатки, то сумма по запчастям получается в районе 2000 рублей. Это минимальное вложение, которое требует мотор Ханкай. Не считая замены крыльчатки при необходимости, установки термостата и времени, которое будет затрачено на все эти доработки. Например, чистка карбюратора, для того, чтобы мотор не подвел вас на воде, смазка, регулировка, масло в редуктор и, может быть, катушка под маховик. Мотор Ханкай скопирован с одного из самых удачных японских лодочных моторов Yamaha 15. А напишите вы свое мнение о моторе Ханкай. Был ли у вас такой мотор? С какими проблемами вы столкнулись? Обязательно делитесь своим опытом. На этом все. Всем пока.